А теперь давайте немножко повеселее. Canon RF 28 мм f2.8 STM – это объектив-блинчик. Его главное преимущество – компактность. Весит он всего лишь 120 граммов. На маленьком корпусе есть переключатели между тремя режимами и управляющее кольцо. То есть в ручном и автоматическом режиме это кольцо работает как фокусировочное, но в режиме Control вы можете повесить на него через меню камеры другую функцию, скажем, изменение диафрагмы или экспозиции. Боке тут не слишком выраженная, все-таки диафрагма здесь всего лишь 2.8. Я говорю всего лишь, потому что для фикс-объектива это весьма скромное значение. Благодаря небольшим размерам объектив не привлекает слишком много внимания. Добавьте к этому достаточно универсальный фокус на расстоянии 28 мм и получите неплохой вариант для стрит-съемки. Объектив крайне резок для такого малыша. Честно говоря, не ожидал, что по углам кадра он будет хорош даже на полнокадровой камере. Даже на диафрагме 2.8. Виньетка тут довольно заметная на открытой диафрагме, но при работе с RAW файлами очень легко убирается одной кнопкой в Lightroom, как и дисторсия, так что я бы не стал слишком сильно за это объектив ругать. Максимальная диафрагма объектива 2.8, минимальная 22. Диафрагма объектива состоит из 7 лепестков. Если посмотреть в боке на предмет светящихся кружочков, то на диафрагме 2.8 мы увидим весьма симпатичные размытия, кругленькие, красивые, сформированные кружки. Прикрыв диафрагму до F4, у кружочков начнут появляться углы, а сами они уменьшатся. Соответственно, на F5 и 6 эффект размытия становится еще меньше, кружочки становятся многоугольниками. Многоугольники на прикрытых значениях выглядят довольно аккуратно благодаря скругленной диафрагме. На максимально прикрытых значениях диафрагмы можно получить звездочки от солнца или ночных фонарей, примерно можно увидеть на снимке. STM мотор автофокуса здесь плавный, как это и должно быть. При фотосъемке фокус достаточно быстрый, но не могу сказать, что очень тихий. Конечно, он намного тише, чем моторы старых стекол, но некоторые современные и более дорогие объективы шумят заметно меньше. У объектива металлический байонет. Задняя линза довольно сильно выпирает, все в угоду компактности. Еще такой момент, вы уже заметили, что передняя линза объектива очень маленькая, а диаметр резьбы под светофильтр 55 мм, поэтому не рекомендую вам использовать защитные светофильтры. Они значительно увеличат количество пойманных зайцев при съемке на солнце, так как передний оптический элемент системы сильно увеличится в диаметре за счет фильтра. Для защиты передней линзы лучше всего подойдет Blenda. Она здесь металлическая, резьбовая, довольно необычной формы. Защитит переднюю линзу от повреждений и лишних засветов. В комплекте, конечно, она не идет. Canon любезно предлагает купить вам ее за $45, что около 4000 рублей по текущему курсу. Дураков нет, поэтому смело топайте на любимый маркетплейс и покупайте там аналог за 500 рублей. Я протестировал Canon 28 мм RF как на полнокадровой, так и на кроп-камере. Причем в недавнюю поездку в Геленджик я брал только кроп Canon R7 и этот объектив. Примеры фотографий из поездки вы найдете в конце видео. Однако на деле выбор такого ограниченного комплекта оказался плохим решением. Мне постоянно не хватало угла обзора. С полнокадровой камерой я бы получил больше универсальности. Вообще, как по мне, оптимальный вариант для путешествий — это универсальный зум. 18-50 мм для кропа или 24-70 мм для полного кадра. Это если нужен светлый объектив там с диафрагмой 2.8. А так вообще можно рассмотреть и объективы вроде 28-300 мм. Но это уже более массивное решение. Но это мой выбор. А что предпочитаете вы? Поделитесь в комментариях. И, пожалуй, Canon 28 мм RF это не объектив для путешествий. Он гораздо лучше подойдет для стрит-съемки, для повседневной съемки на полнокадровую камеру в особенности, и для тех ситуаций, когда вам просто не хочется нести с собой большой объектив. Со мной, например, такое случается все чаще и чаще. А теперь давайте кратенько еще раз пробежимся по основным плюсам и минусам объектива. Плюсы — это компактные размеры, небольшой вес и цена около $300. Качество изображения тоже радует, и мы тоже заносим это в плюсы. Минусы — это скромная светосила, заметная виньетка и отсутствие стабилизатора. Последний момент может стать проблемой при съемке видео, если у вас в камере нет матричного стабилизатора. Canon RF 28 мм f2.8 STM оказался на редкость удачным объективом.
Я вообще люблю покритиковать Canon за какие-то неверные решения, но здесь она сделала вполне себе приятный объектив по довольно демократичной на сегодняшнее время цене. Понятно, что если смотреть объективно, он все-таки дороговат, да, хотелось бы, чтобы оптика все-таки стоила дешевле, но времена нынче уже не те. И тем не менее, что касается самого объектива, несмотря на то, что я люблю покритиковать Canon, этот объектив мне критиковать совершенно не хочется, мне он вполне понравился. Безусловно, есть у него ряд недостатков, о которых мы с вами сегодня поговорили, но в целом я могу этот объектив смело рекомендовать, особенно тем, кто пользуется полнокадровой камерой. Ну а сегодня на этом все. В конце будут еще бонусные кадры с этого объектива. Не пропустите. И подписывайтесь на канал, на Telegram. И до встречи в новом видео.